сейчас. Bobbi, I'm very happy that finally you have made it to Russia. Could you tell us why you have chose the time of the visit right now? Well, I'm here celebrating the 25th anniversary of Bobbi and the success of Bobbi Brown in Russia. And I'm here to share the secret of our new campaign, which is Be Who You Are. Итак, я приехала в Россию в связи с празднованием 25-летнего юбилея бренда Бобби Браун, и также мы празднуем успех, который достиг наш бренд здесь в России. Также я хочу поделиться с вами секретами нашей новой кампании, которая называется «Будь самой собой». Я поздравляю вас с вашим 25-летием. Вчера была прекрасная вечеринка, очень успешная. Вот. И я бы хотела вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как выглядеть хорошо после бурной вечеринки, после пару бокалов шампанского? Как выглядеть хорошо? Как спрятать синячки, да, и выглядеть так, как будто бы ты спал 8 часов? Может быть, у вас есть какие-то секреты по этому поводу? I congratulate you on this anniversary, and I know that you had a party yesterday which proved to be a huge success. Here is a question to you. How would you look good after having a bit too much fun during last night party? Maybe one had a couple of drinks of champagne, and how can you conceal the dark areas under your eyes, and how to look good as if you have slept for 8 hours? That is a very good question, and I'm sure a lot of women want to know the answer. I am tired. I get up in the morning, I drank water, a lot of water. I did yoga, and then I put a lot of moisturizer on and used different products that have moisture because my skin was a little bit dry. Blush and the glasses help too. Итак, я уверена, что многие женщины знают секрет того, как выглядеть хорошо. Я сегодня действительно немного уставшая. Мои секреты следующие. Я пью с утра много воды, также занимаюсь йогой и также наношу достаточное количество увлажняющего средства. Моя кожа сейчас немного сухая, поэтому я обязательно наношу много увлажняющего средства. Также наношу румяна, и очки также помогают. У нас уже трансляция идет, да? Прекрасно. Окей. Так. Недавно, вот ранее вы говорили о том, что вы отметили 25-летие, да, вашей марки. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Может быть, какие-то продукты вас вдохновили на создание своей косметики? Нам очень интересно. И расскажите про ваши must-have, именно то, что нравится вам и что реально нужно каждой девушке. Okay, you have already said that you are celebrating the 25th anniversary of your brand. Could you please tell us how it all started, what it started with? Perhaps there were some products that inspired you. And also, could you tell us what are the must-have products for you? So when I started 25 years ago, I was a makeup artist, a working makeup artist, and it was very hard to find products on the market that looked natural. I used to mix and blend everything. And so when I started the company, I wanted to make, first of all, I started with a lipstick that looked like lips. Did not exist. And then I did a foundation that looked like skin. So those were really the products that inspired me to help women find their true nude colors. Итак, как было сказано, я основала свой бренд 25 лет назад, и в то время действительно мне было очень сложно найти ту продукцию, которая бы действительно мне подходила. Поэтому я много экспериментировала, я смешивала разные продукты, и, возможно, вы знаете, что я начала свой бренд с создания целой палитры помад, которые действительно повторяли естественный цвет губ. И затем я создала тональную основу, которая действительно максимально была приближена к естественному цвету кожи. Да, тональную основу, мне кажется, очень сложно подобрать девушке, и это очень хороший был шаг для вас, да, сделать именно тональную основу, потому что каждая девушка ищет свой идеальный тон, мне кажется, всю жизнь. It is really good that you have introduced foundation in your portfolio, because it is probably the hardest step for every girl to find the foundation that really matches your skin. Sometimes it takes whole lifetime to find a true foundation for yourself, so it is really ideal that you have it.
True. Yes. And the foundations are yellow in tone, so when you put them on, they disappear. That's the secret. И секрет моих тональных основ состоит в том, что они содержат в составе желтоватый пигмент, поэтому когда они наносятся на кожу, они полностью сливаются с тоном лица. В этом и состоит мой секрет. And my favorite is the tinted moisture balm because it's 3 products in one: foundation, SPF 25, and a really good treatment. And I'm always very busy and in a rush. И мое любимое средство – это увлажняющий бальзам с оттеночным эффектом. И по сути это 3 продукта в одном. Прежде всего это тональная основа. Также это средство, в состав его входит SPF фактор 25. И кроме того это ухаживающее средство, которое идеально подходит для женщин, которые, как и я, постоянно находятся в спешке. Окей. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о последних трендах? Сейчас есть такой тренд стробинг, контуринг, и в тренде 2 вида макияжа. Это легкий совсем макияж и макияж, где нужно использовать много средств, да, достаточно яркий, где делается контуринг, стробинг, яркие глаза, брови, да, и все продукты, которые у нас имеются. Скажите, пожалуйста, какой именно... Почему женщины хотят до сих пор прятать свое лицо именно под макияжем? Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете? Well, I would like to talk to you about the 2 existing trends that nowadays we can watch in the makeup world. On one hand, there are a lot of very complex techniques such as strobing and contouring. On the other hand, we see a trend to create a natural look, so-called when we have makeup without any makeup, or it looks like there is no makeup. And on one hand, some girls do prefer to have a very bright makeup. They like to have bright lips, bright eyes, very defined eyebrows, and so on. In your opinion, why do some women still want to hide themselves, their personality, behind so much makeup? Very interesting question, and when it comes to trends, they come and go. So I really believe that trends are great to give you inspiration for new things, but not all trends are good. Contouring, the worst trend ever. It looks like you've got stripes on your face, and I think contouring tells women that there's something wrong with their skin. Strobing is a beautiful trend because it's just highlighting on the cheek and it's accenting the positive. And whether you like no makeup or which is the same as nude makeup, or a bright lip, it's about style. So I think that if you like a trend, then it's your style. Да, ну, что касается трендов, а это действительно очень интересный вопрос, то можно сказать, что тренды приходят и уходят. Некоторые тренды для нас актуальны, потому что они вдохновляют нас искать что-то новое. Но есть определенные тренды, которые хорошими не назовешь. К таким можно отнести контуринг. По сути, когда мы смотрим на контуринг, создается ощущение, что у женщины нарисованы какие-то полоски на лице. И создается впечатление, что с ее лицом что-то не так. Ну а что касается стробинга, то напротив, на мой взгляд, это очень положительный тренд, который позволяет нам выделить скулы. И действительно он относится к такой технике, которая позволяет создать естественный макияж и позволяет девушке найти свой стиль. Да, я полностью с вами согласна и тоже считаю, что лучше добавить свежесть, чем нарисовать темные пятна, да, и добавить тени на своем лице. К тому же темные пятна никогда не молодят, да, мы стараемся все высветлить, добавить румяна, а контуринг добавляет возраст, ну, на мой взгляд. I fully agree with you regarding what contouring can, what effect contouring can provide, because indeed it creates some sort of shadows on our face, some dark stripes which do not make women attractive and certainly do not make women look younger. We always want to brighten up appearance, and contouring does quite an opposite effect. Definitely, and I find that the most beautiful women are the ones that are positive and happy and sparkle and shine, so they don't need to do all that. You just need to be happy and your makeup looks beautiful. Да, действительно так, и на мой взгляд,
женщины, которые действительно выглядят красиво, это женщины, которые излучают позитивное отношение к жизни, женщины, которые счастливы, у которых искра в глазах. И действительно, в таком случае можно сказать, что эта женщина красива. Это точно. Согласна. I fully agree with you. Да. Скажите еще, пожалуйста, вот практически каждый бренд, да, или какая-то косметика, или модный дом очень часто черпает вдохновение в России, в литературе, там, в искусстве. Расскажите, может быть, вы тоже создадите, не знаю, свою, может быть, новый тон помады, еще что-то, вдохновляясь нашей страной? Well, we know that many beauty brands as well as fashion houses could find inspiration in Russian culture and Russian heritage, Russian literature perhaps. And what is Russia for you? And perhaps Russia and Russian culture could inspire you for creating a new color of lipstick or maybe something else. Well, I'm very inspired being here, and I am so proud because I am of Russian descent. So I feel like when I heard my grandfather talk about the old country, I am here. So I see a lot of beautiful reds. I mean, Russian red, I mean, that's very famous. But I also love on the top of the beautiful cathedrals, the silver and the gold. And I'm trying to really come in my head what palette would work together. The lipstick I understand, I'm working on the different colors of the eyes. Да, действительно, для меня Россия тоже значит очень много и является огромным источником для вдохновения. Должна сказать, что я сама имею русские корни, потому что мой дедушка эмигрировал из России. И я очень хорошо помню, как он рассказывал о Российской империи, о стране России. Что касается тех цветов, которые ассоциируются с Россией, для меня это прежде всего красный цвет, потому что мы много видим его отражения во многих стилях. И в то же время я должна также упомянуть купола церквей, это позолоченные или посеребряные купола. Красным цветом для меня все ясно. Я знаю, каким образом я могу включить его в свою палитру оттенков. А что касается серебряных и позолоченных оттенков, здесь мне надо еще подумать. Я думаю об особых тенях для век. Супер, да. Fantastic. Ждем от вас. We're really looking forward to introducing the shades into your new collection. Такой еще вопрос. Смотрите, у нас в России, неважно, в центре Москвы или в других городах, девушки, когда собираются на свидание, ну, к примеру, да, они стараются выглядеть на все 100% идеально. Вот. И, мне кажется, прилагают много усилий для этого. Они наряжаются в самые яркие вещи, одевают самые высокие каблуки, одевают украшения, делают идеальную прическу и, конечно же, наносят очень много макияжа. Да? Это и красная помада, и ресницы, и как раз-таки контуринг. Может быть, что вы думаете об этом? Почему у нас девушки так ярко одеваются и так хотят выглядеть хорошо? Может быть, вы дадите какой-то совет девочкам, чтобы они верили в себя, да, и были более естественными? Вот. К тому же это девиз все-таки вашей марки — быть собой. Вот. Может быть, вы что-нибудь скажете об этом? I would like to talk to you about the following. It doesn't matter whether you are in Moscow, in downtown Moscow, or in any Russian city. Many girls, as they get ready for a date, they make too many efforts to look 100% best. So they put on very high heels, they put on the best clothes they have, they make the great hairstyle, and of course they apply the makeup sometimes in a very excessive way. They create very dense eyelashes or eyebrows, put on a red lipstick color, and so on. Sometimes they experiment with contouring and so on, so on. In this way, they can achieve an opposite effect for what they desired. And what, in this regard, what advice could you give to these girls? What could they do in order to gain the self-confidence and at the same time not go into so much effort? I see that a lot, and I think that's something that they will learn. But when you do too much of an effort, it looks like you put too much effort in. So the big trend in New York and America is I just woke up like this.
So I think women look the most beautiful with maybe one or two things: a big earring, or a pair of high heels, or a red lipstick, but not at the same time. На самом деле я очень часто наблюдаю эту тенденцию. Я думаю, что в итоге девушки постепенно сами приходят к выводу, как обрести уверенность в себе, как выглядеть хорошо. Когда вы прикладываете слишком много усилий, чтобы выглядеть на все 100, то на самом деле это очень заметно. В Нью-Йорке очень часто женщины хотят добиться такого эффекта, что вот они выглядят так, как будто они только что проснулись. Да. То есть совсем немного косметики. В аксессуарах это может быть одна яркая деталь, это может быть большое кольцо, или это могут быть красивые туфли на каблуках, или что-то еще. Но при этом очень важно не переборщить. I remember a very famous model, Helena Christensen, came into my New York office. She was wearing jeans, a white t-shirt, and red nail polish, nothing else, no makeup. The next day, all the girls in the office did exactly that. It looked very chic, one thing. И в этой связи я могу вам привести один очень хороший пример. Одна из топ-моделей, Хелен Кристенсен, как-то пришла в мой офис в Нью-Йорке, и в этот день она была одета совершенно обычно, на ней была белая футболка, джинсы, и у нее был красный лак для ногтей. И все. На следующий день все девушки в мой офис явились точно так же, потому что это было здорово, круто. Ваш девиз как раз говорит об этом. Быть собой, и я думаю, что в этом и есть суть его. And that is what your philosophy says, be what you are, and this is what it is all about, right? Definitely. Да, люби себя таким, какой ты есть. And you need to accept yourself and love yourself for what you are. Yes, and sometimes, since I'm very short, I usually wear sneakers, but sometimes I do wear heels. But I always have my sneakers in the bag with me because I feel much more myself when I put my sneakers on. Да. И должна сказать, что несмотря на то, что я невысокого роста, я, как правило, ношу кроссовки. Иногда, конечно, я одеваю и каблуки, но у меня в рюкзачке всегда с собой пара кроссовок, потому что именно в кроссовках я чувствую себя наиболее комфортно самой собой. And when I was very young, and a young makeup artist, and I worked with models, I wanted to look like this. And so it used to drive me crazy that I didn't. So one day I just said, I have to stop because it's not working for my head. So women have to work on themselves. Да. И я помню, когда я начинала как визажист, я всегда работала с моделями, и мне хотелось походить на них, я хотела выглядеть как они, и мне это не удавалось, и это буквально сводило меня с ума. И в один прекрасный день я просто сказала себе: остановись, будь собой. Женщины должны вырабатывать в себе это качество. Это точно. Вот можно всем нашим девушкам как раз таки сказать это и посоветовать, да? This is a great piece of advice, something we can bring home to all girls here. But I'm sure you never wanted to be short. Ну, я уверена, что вы никогда не хотели быть ростом пониже, верно? No, it's true. Nobody, I think. Да, пожалуй, это так. Да, расскажите, пожалуйста, как найти все-таки баланс девушкам, которые не нашли себя? Может быть, вы сможете подсказать как-то, да? Как найти себя? What could you advise to those girls who have not yet struck the balance, who are still in the identity search? What could they do in order to reach harmony with themselves? I think a lot of self-acceptance comes from knowing what you're good at. You know, if you're really smart, you're a good athlete, you have to know what your strengths are, and you also have to keep working to be better. I think when you exercise and really start, you know, understanding how it makes you feel powerful and confident. I think exercise will help anyone feel better in their skin. На самом деле, я думаю, что чувство уверенности приходит со свободой, когда ты принимаешь себя и когда ты понимаешь, в чем твои сильные стороны, что тебе действительно удается. Кто-то достигает больших успехов, занимаясь спортом, кто-то чем-то еще. И здесь нужно развивать свои сильные качества. Также может помогать занятия спортом, упражнения, потому что в этом случае ты действительно обретаешь силу и уверенность, тебе начинаешь чувствовать себя. Спасибо за такие советы, за отдельные. Я думаю, что нам всем это пригодится для нашего.
Вы создали очень много различных книг, в которых есть миллион советов и разных хитростей, как стать лучше, да, и как стать красивее. Расскажите, пожалуйста, про ваши must-have, что обязательно должно быть у девочки в косметичке, у девушки у любой в косметичке. We know that you have published lots of books that contain various advice, and you also share in your books many secrets that help girls to become better, to improve themselves. Could you please share with us what are the must-haves for you, what you have, and what could you advise any girl to have in her cosmetic bag? Well, I like to be very organized, so I do take time once or twice a year to clean out my drawer, make sure my bag is right, so that makeup is very easy. But it's finding the right foundation. I have a tinted moisture balm, I have concealer corrector, I have a pot rouge for my cheek and my lip, and I have an eye palette with brown and bone, do my eyebrows, do my liner, and I usually have a black gel liner and mascara. So probably under 10 things. Да, мне кажется, что это больше, чем достаточно. Да, но хорошего макияжа. Я стараюсь во всем быть организованной, и, как правило, раз в полгода я обязательно проверяю, что у меня находится в косметичке, и затем какие-то меняю продукты. Но на самом деле я считаю, что для каждого очень важно, для каждой девушки очень важно иметь тональную основу. Я сама лично использую увлажняющий бальзам с оттеночным эффектом, с SPF-фактором 25. Также я использую консилер и корректор. Я также использую универсальное кремовое средство для щек и губ. И у меня есть специальная палетка для глаз. Я с коричневыми оттенками. Я использую ее для создания макияжа глаз. Также у меня есть средство для бровей. Обязательно гелевая подводка для глаз черного цвета. И, конечно же, тушь. Обычно 10 средств достаточно для того, чтобы создать прекрасный образ. Это правда. That is true. Давайте еще дадим возможность задать вопросы нашим слушателям. У нас несколько вопросов. Yeah, we also would like to provide a possibility for our viewers to address some questions to you. We had several questions that we already have received. Как вы считаете, что необходимо для того, чтобы красиво и достойно входить в более зрелый возраст? Мне кажется, много кого интересует такой вопрос. What advice could you give to those ladies who already reach the mature age? What they could do to mature gracefully, to age gracefully? This could be a very relevant piece of advice for many women. Well, as we get older, your beauty needs change, so making sure that your formulas of your makeup works with your skin. If your skin is dry, you need a little more moisturizing, and some women get oilier, they need the same thing. And it's really important to go and get your makeup done by an artist so you understand, what the possibilities are. Естественно, с возрастом у нас происходят возрастные изменения в коже, и очень важно понимать, какая формула, какого средства подходит для вашей кожи. Если у вас кожа, имеющая тенденцию к сухости, то здесь важно подобрать правильное увлажняющее средство, но увлажнение важно также и для женщин с жирной кожей. И также я всем советую обратиться к визажистам, профессионалам, которые помогут вам подобрать оптимальные средства. Расскажите еще, пожалуйста, что можно найти в вашей косметичке для путешествия? Also, could you please tell us what cosmetic products you take with yourself as you travel? I take a lot of the little small minis. We have a counter, a lot of little minis that work in my bag and will work for a week. I do that. And I also make a palette, my own palette. We sell an empty palette, and I put the concealer, corrector, foundation, pot rouge, lip balm in it, and that's pretty much my whole face, and a black mascara. Итак, я, как правило, путешествую со средствами-миниатюрками. Это достаточно для того, чтобы они мне служили примерно в течение недели. И у меня есть специальная палетка, в которую я включаю консилер, корректор, тональную основу, также универсальное средство для губ и для щек, бальзам для губ и черную тушь.
Очень удобно, да, маленькие упаковки, да, тоже можно взять нам на заметку. Yeah, mini or miniature sets are indeed very convenient for traveling. Еще был третий вопрос о must-have'ах, да, что у вас есть в косметичке. И на must-have'ах мы уже задавали этот вопрос. Вот. Но я думаю, что можем задать еще от себя один вопрос, потому что, я думаю, всех девочек интересует, как правильно подобрать тональную основу. Как не ошибиться с цветом? Может быть, у вас есть какие-то свои секреты, и вы нам сможете подсказать нашим читателям. The third question from our viewers and readers was regarding the must-haves, and this is the question you have already answered. So allow me to ask another question, and this is something what is really very concerning for many girls, namely, how do you find the right foundation for yourself? What does a girl should do in order not to make a mistake? There's really only one way, and that's to test the color of foundation on the side of the face and the forehead. If it disappears, it's the right color. If it doesn't disappear and it looks pink, it's wrong. But this is again a time, where you need usually a makeup artist to show you, and you need good light to see it. So I invite everyone to come in and find one of my train artists at the counters. Да. Здесь есть лишь один верный способ, а именно нанести тональное средство на область скул и также на лоб. Если средство сливается с тоном кожи, это означает, что это средство вам подходит. Если оно выделяется, предположим, оно розоватого цвета, значит, это не ваш тон. Но я считаю, что в таком случае лучше обратиться за советом к профессиональному визажисту, и я приглашаю всех прийти к нашим профессиональным визажистам, работающим для бренда Бобби Браун, которые смогут вам помочь. Да, это идеальный совет. Мне кажется, что лучше профессионала никто не подберет ни тон, ни помаду и все остальное. Еще и покажет, как это делать. A very good piece of advice, and I do believe that only professional makeup artist can help you select the true color when it comes to foundation or choosing a lipstick, eyeshadows, and so on. Ну, итак, мы подошли к концу. Да. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали для нас время и посетили нас, дали столько разных советов, ответили на все наши вопросы. Вот. А у кого еще остались вопросы, то сегодня в 7 часов вечера на 5-м этаже ЦУМа будет паблик-ток с нашей легендарной Бобби Браун. Thank you very much for the great advice you have just shared with us. Thank you for the time you have found to visit our studio. We really appreciate it. And I would like to remind our viewers that today at 7 p.m. in Zoom on the 5th floor, there will be another public talk that will be given by the legendary figure, Ms. Bobbi Brown. So we invite everyone to join us tonight. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Тоже благодарю вас. Спасибо. Вам спасибо тоже.